Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вот такую соленую карамель. Готовить я ее буду на обычном сахаре, без всяких сиропов, без всяких диковинных ингредиентов. Просто сахар, сливки, сливочное масло и, по желанию, соль. Также я покажу вам сборку торта со вкусом батончика детского шоколадного Kinder Maxi King с обилием карамели. Итак, сейчас мы приготовим карамель. Готовится она очень просто. Здесь у меня 200 грамм сахара, 200 грамм сливок, 100 грамм сливочного масла и буквально щепотка соли. Я не добавляю много соли в карамель, не люблю просто этого. Здесь у меня где-то на троечку из 9 делений выставлен температурный режим у плиты. Сахар мы не перемешиваем, он сам на слабом таком огне нагревается. Сливки я довожу почти до кипения. Видите, пар начинает выделяться из сливок, и низ уже начинает закипать, и я снимаю их с огня. Этого достаточно. Теперь, видите, по краям в кастрюльке, кастрюлька, конечно же, с толстым дном. И кастрюлю, обратите внимание, я беру 3-литровую. Видите, начинает карамелизироваться сахар. И мы аккуратно силиконовой или деревянной лопаткой, железную здесь не берем, слегка начинаем как бы пододвигать этот сахар к центру, вот этот сироп уже, который начал карамелизироваться, и снимаю я сразу это все с огня. Цвет уже достаточный, меня он устраивает, и я просто вот такими движениями не перемешиваю, я просто постоянно как бы сдвигаю с краев к центру. Полностью разошелся весь сахар, он, конечно, подостыл у меня, и теперь я его еще раз просто слегка прогрею, буквально вот каких-то несколько секунд. Сейчас я вливаю туда немного совсем сливок, 30% жирности у меня здесь сливки. Теперь вся эта масса, обратите внимание, начинает очень активно шипеть, булькать и пениться. Поэтому будьте внимательны с руками, можно очень сильно обжечься. Поэтому кастрюлю берем, конечно же, более глубокую и большую. На данном этапе я ввожу уже все сливочное масло. В этой массе оно хорошо сейчас растворится. Постоянно перемешиваю. Все это я не на огне делаю, это я все делаю рядом просто. И ставлю сейчас опять на огонь и довожу просто до однородного состояния. Здесь это все длится какие-то секунды. Потом я вливаю уже все сливки. Массы эти у меня уже хорошо подостыли. То есть сейчас я при вас замерю температуру, и у вот соединившихся этих двух масс температура у меня покажет на кондитерском термометре 93 градуса. И на данном этапе я ввожу туда щепотку соли, но максимум четверть чайной ложки. Видите, 93 градуса Цельсия. Температура у всех соединенных масс сейчас у меня получилась. Опять ставлю на плиту и нагреваю до 106 градусов Цельсия. Минимум до 103 нагреваем, до 106. И все, карамель готова. Все это я при постоянном помешивании я нагревала до 106 градусов Цельсия. Переливаю в стеклянную посуду и оставляю ее в этой посуде. Видите, какая она глянцевая, красивая, не засахаривается. И в стеклянной посуде оставляю ее остывать до комнатной температуры. Она очень сливочный вкус имеет. Очень глянцевая, такая шелковистая и очень-очень вкусная. Но на данном этапе лучше ее сильно не пробовать. Это просто пузырьки воздуха, потому что я нагоняю их в массу именно вот этой ложкой. Прошло у меня несколько часов при комнатной температуре. Застыла карамель вот до такого состояния. Как раз это то состояние, которое мне нужно для использования в торте. Сейчас я с этой уже карамелью буду собирать торт со вкусом батончика Kinder Maxi King. Там карамель идет, сливочный крем, очень много фундука обжаренного. Так и здесь мы сейчас будем повторять это в торте. Здесь у меня коржи из так называемого полосатого бисквита, чудо-бисквит без разрыхлителя, который я выпекаю на одном противне, и шоколадный и ванильный. Здесь у меня крем сливочный с маскарпоне.
И есть уже рецепт и бисквита, и этого крема на канале. Я обязательно оставлю вам ссылку в описании. Я просто покажу вам сейчас принцип, как я это делаю. Сейчас здесь у меня будет 100 грамм всего на этот торт фундука обжаренного. И вот так вот слегка приминаю в карамель, буквально, чтобы все это заполнить именно фундучной массой. Теперь я также покрываю небольшим количеством крема. Теперь опять кладу шоколадный корж, на него наношу небольшое количество крема. У меня здесь пропитка элементарная, сахарный сироп обычный, и где-то 150 грамм у меня здесь ушло сиропа. И опять наношу небольшое количество крема, и обязательно сейчас из этого крема сливочный с маскарпоне сделаю бортик, потому что, на мой взгляд, именно этот крем больше всего приближен вот вкусу того батончика Kinder Maxi King. Кто пробовал, знает, наверное, его. И вот этот торт, он очень напоминает. Видите, ложкой наношу карамель туда, прям в кондитерский мешок. И опять также отсаживаю туда карамель. Вот таким образом потом обычным шпателем разравниваю. Шпатель у меня здесь не горячий, совершенно обычный шпатель. И опять высыпаю туда весь фундук. И опять покрываю фундук слоем крема. Фундук как бы вдавливаю, чтобы он не так отмокал от крема. Этого достаточно будет, торт будет очень вкусный. Фундук я где-то минут 10 обжаривала в духовке при температуре 150 градусов Цельсия. Здесь у меня ванильный бисквит. Наношу уже большой слой крема здесь, так же, как и в самом нижнем слое у меня большой слой крема. И накрываю все это шоколадным бисквитом. Шоколадный, ванильный корж, опять шоколадный, ванильный и шоколадный. И в середине, между вот этим шоколадным коржом, у меня именно карамельные слои. И убираю в таком виде в холодильник, в кольце в кондитерском. Потом покрою шоколадным ганашем. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.